Найт-Сити! Впереди новый день в городе мечты! Всем привет! Хорошие новости! Quadra Turbo RVTEC возвращается на канал. Игра наконец-то вышла и вдохновила меня продолжать работу над машиной. Скорее всего, донор для этого авто использоваться не будет, и все построится на пространственной раме. Но все, конечно, может измениться, вдруг мне что-нибудь взбредет в голову. Что бы я ни выбрал, итог будет все равно один. Я соберу Quadra VTEC до конца. Тем более разработчики хорошо постарались над детализацией, как экстерьера, так и интерьера автомобиля. Виден каждый шов, текстура кожи, механизм открывания и куча мелких деталей, которые неплохо было бы повторить и придумать им обозначение. Разработчики вырезали функцию тюнинга, сделали просто авто до и после. Так выглядит Quadra без модификаций. Надеюсь, в игру ведут что-то наподобие тюнинга. А если нет, можно будет придумать тюнинг самим в реальной жизни. Кстати, забрать Quadra VTEC в свой гараж в Киберпанке можно после выполнения двух второстепенных заданий — дело всей жизни и красивый подгон. А получить новый корабль в свой порт еще проще. Достаточно открыть праздничный контейнер в World of Warships. Дед Мороз каждый день оставляет в игре бесплатные трофеи, среди которых новогодние подарки с шансом выпадения премиального корабля. Отмечай Новый год в правильной компании, сражайся бок о бок с другими игроками на самых знаменитых кораблях 20 века. От легендарного российского крейсера «Варяг» до крупнейшего линкора в истории человечества «Ямато». Его боевой путь закончился очень стремительно, но ты можешь изменить историю и совершать подвиги на нем каждый день. Проходи исторические кампании, повторяя путь известных адмиралов, развивай клановую военную морскую базу и пополни свой порт двумя мощными кораблями уже сегодня. Регистрируйся по моей ссылке в описании и получи премиальный крейсер «Аврора», премиумный эсминец Тачибана Лима, 30 дней премиума, 1000 дублонов и 1 миллион серебра. Держи курс на World of Warships. Регистрируйся прямо сейчас. Не так давно я приобрел один автомобиль для запчастей. Самой главной запчастью для меня был двигатель и трансмиссия. А в этой модели Москвича, наверное, самая интересная компоновка этих деталей, из которой можно с легкостью построить среднемоторное авто. Очень удобно покупать все вместе, можно сразу проверить, работает та или иная деталь. И все железки будут с документами, ПТС и договор о купле-продаже это подтвердит. Так вот, это авто предназначался для одного летнего проекта. Чтобы он просто так не стоял, я позаимствую у него силовой агрегат и пару запчастей для Quadra. Будет работать та же самая схема, что и в багги. Главная рама, а двигатель всегда можно поменять на более мощный. В этом москвиче установлен двигатель на 85 карбюраторных сил. Были и более мощные кандидаты, но этот оказался в очень хорошем состоянии. Как и во всех автомобилях с историей, от прошлых хозяев можно встретить пасхалки. Например, здесь вместо шайбы на тросе сцепления был ключ. Ямы в этой мастерской у меня нет, но думаю, я справлюсь и без нее. Первым делом нужно поднять машину. Снятые колеса с багги очень пригодились вместо подставок. Скорее всего, мне не пригодятся ступицы и амортизаторные стойки с этой машины, не подойдет размер и расположение рулевой тяги. Привода оказались в нормальном состоянии, это очень хорошо, ведь только они стоят как половина этой тачки. Теперь нужно снять навесное и освободить двигатель от паутины проводов и трубок. Осталось вытащить двигатель из моторного отсека. Без снятия коробки и навесных элементов этого не сделать, слишком уж все расположено компактно. И я поступил проще, просто отпилил верхнюю часть телевизора, тем самым открыл выход для двигателя. Вытаскивать двигатель буду с помощью электролебедки, которая не раз меня выручала. Я думаю, назревает вопрос, почему же я не использовал Москвич в качестве донора? Тут есть две причины. Во-первых, он переднеприводный. Во-вторых, весь русский автопром не подходит по колесной базе к Quadra VTEC. И его нужно было бы распилить пополам и удлинить кузов, не считая того, что еще нужно было бы всего его изрезать, как Франкенштейна. Поэтому я выбрал простой проверенный вариант — самодельную раму. Пришлось повозиться, но двигатель я все-таки достал, и даже не пришлось ничего снимать.
Если бы баги из паб была бы немного побольше, этот двигатель с коробкой отлично бы к нему подошел. Временно установил колеса на место, чтобы выкатить москвич из гаража. Если мне пригодятся какие-нибудь запчасти, я буду снимать их на улице. Вместо него в мастерскую закачу стеклопластиковый кузов квадры. Мастерская у меня не такая большая, чтобы кузов стоял рядом, пока я варю раму, и я решил подвесить его над головой, воспользовался все той же лебедкой. Главное понимать, что над тобой что-то висит, и не ударяться об него головой. Хотя пока я снимал этот выпуск, не смог к этому привыкнуть и постоянно задевал за кузов. Тележка, на которой я собирал кузов, мне уже не пригодится. Для рамы я буду использовать новые трубы. Сама рама будет не очень сложная, она вся будет состоять из профильных труб. Сначала я сделаю тележку, на которую надену стеклопластиковый кузов, а после внутри кузова сварю из труб каркас жесткости. Стапель я делать не буду, легче несколько раз выровнять раму по лазерному уровню. Для прокладок очень удобно использовать металлические подвесы. После того, как выровнял рамку в плоскость, промерил диагонали и сварил трубы вместе. Далее к этой рамке будут приварены элементы порога. В перерывах между сваркой я покупал запчасти для подвески, и первым на счету были колеса. Наверное, это один из самых важных элементов, и он должен быть очень похож на игровую модель колеса. Мне удалось найти 20-е штампованные диски, которые хорошо подходят по дизайну к задним колесам. Из них я буду делать разварки, настолько широкие, насколько мне позволит покрышка. Для этого диска будут использоваться ступицы от Шнивы, такие же использовались на Сайбертраке. Есть два варианта их установки. Самый простой, но дорогой вариант — установка через переходные проставки. Есть еще вариант — переварить сердцевину диска от Нивы к 20-м штампам. Очень бюджетный вариант, но нужно повозиться с центровкой диска. В общем, я что-нибудь придумаю. А пока хочу примерить диски в задние арки. Вроде бы подошло, осталось только подобрать резину. Также ради интереса примерил диск наперед. Его можно сюда установить, но я думаю, можно взять любое колесо, все равно оно будет скрыто за колпаком, охлаждающим тормоза. Посадка этому автомобилю очень идет, прямо 10 сливерхендов из 10. Нужно будет подумать о пневмоподвеске. Так получилось, что заказанные запчасти для дальнейшей работы над проектом мне еще не пришли, а значит, это видео подходит к концу. Всем спасибо за внимание, если вам понравилось и вы ждали этот проект, ставьте лайк. Если еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Всех с наступающим, увидимся в следующем видео.